Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале GuardUI, это рубрика «Комментирую игры моих подписчиков». И сегодня у меня подписчик под псевдонимом Марк. Надеюсь, Марк нам подготовил красивую игру, прям как его скинчики на все фигуры и шахматную доску. Поэтому, ребят, присаживаемся все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам вечера. Итак, перед тем, как мы сейчас погрузимся в эту игру, я хочу напомнить, что если вы хотите, чтобы я прокомментировал конкретно вашу игру, то в комментариях будет закрепленное сообщение с ссылкой на запись в моем телеграм-канале, где я подробно все описываю, что нужно для этого сделать. Поэтому, раз ты перешел на мой телеграм-канал, ты обязательно на него подписываешься. Ну и я надеюсь, ты уже перед тем, как сел смотреть этот ролик, прожал свой лайк, подписался на меня, если не подписан, ну и в конце этого ролика оставишь свой всемогущий комментарий. Вот. Ну, в принципе, все. Так, какой старт он делает? Ему охотники хорошо идут. Чуть не забыл фигуру поставить на мобов. Это было бы обидно, если бы он на мобах проиграл. Клевер. Ага, он хочет найти клевер, и судя по тому, что он хочет найти клевер, он хочет найти еще и панду. А, соответственно, это будет какой-то контент с пандой. Ну, звучит заманчиво. Надеюсь, что у него получится, потому что контент с пандой я люблю. Контент с пандой мне нравится. Так, давайте посмотри сначала. Ну ладно. Взял перчатку заранее, не посмотрев на вражеские столы, потому что непонятно почему он не посмотрел, непонятно. Я бы на самом деле на его месте бы посмотрел бы вражеские столы, может там был бы какой-то орк-охотник, какой-то суммон, и тогда можно было бы взять эту жадную перчатку, но заранее ее как бы смысла особо нет брать. Надо вот подождать, пока там ребята выберут, какие там у них фигуры будут, и, соответственно, от этого отталкиваться. Кстати, у меня для вас есть прекрасные новости. Во-первых, скоро на канале появится двойной режим, потому что мы достигли уже короля 1. И король 1, конечно, мы эпично достигли, жалко, я не записывал этот момент, было бы круто. Но ничего страшного, ладно, таких игр еще будет 1000, я более чем уверен. Вот, кстати, смотрите, сейчас суммонов там нету от слова совсем, и у него есть жадная перчатка. Вот как-то так. Вот об этом я говорил, о том, что надо сначала было прочекать вражеские столы. Не скажу, что это прям дикая ошибка, но лучше один раз перебздеть и просмотреть, соответственно, вражеские столы, потратить на эту секунду времени и просто предмет скипнуть, если он тебе не нужен. Как-то так, как-то так. Но, судя по всему, он будет играть через лустрик. Будет выходить в отличную экономику. Жалко, конечно, ему жрецы со старта не пришли. Ему нужен еще один жрец, чтобы выйти в хороший лустрик и максимально экономить себе по хп. Покупает баф людей себе, чтобы максимально хорошо еще и в опыт выходить. Окей. Окей. Но посмотрим, что же он нам подготовил. Давайте вот попробуем предугадать. Судя по легендаркам, которые здесь есть в этой игре, тут, скорее всего, будет Берсерк из троллей. Хотя не. Марк последним временем подсел на 6 богов, поэтому, скорее всего, он будет играть через 6 богов. Тут есть минер, это первый момент. И есть дух пятерка, второй момент. И третий момент, здесь есть лич. Либо же здесь будет реализация 6 богов через 10 уровень, и там просто в целом будет 5 богов. 2 легендарных и, соответственно, обычных. Ну, короче, мои варианты. Вы это и так прекрасно поймете по превьюшке, какой здесь вариант будет, но все же. Это будет реализация 6 богов. Либо же это будет реализация берсерка. Либо же это будет реализация духа пятерки, либо минера. То есть это гоблины-мехи. Ну, короче, какие-то такие варианты у меня есть. Как-то так. Кстати, прикольная вот эта вот шахматная доска. Вот эта ухмылка. Прикольно, прикольно. Чувак там вылетел. Ну что, давай. Пора доставать жреца. Кстати, подметить хочу. Там, когда он открывал список игроков, там все-таки кто-то купил орка-охотника. Поэтому жадная перчатка, я думаю, не будет лишней. Хотя бы если разок схавает, то уже будет 10 из 10. Цвета. Оу, оу, оу.
Хочу выйти в 40 монет. Но баф людей не очень хочется продавать. Пришлось. Пришлось пожертвовать. Цвету покупать не будет, судя по всему. Ну и ладно. Не хочешь, как хочешь. Значит, здесь будет игра не через цветы, судя по всему. О, там уже чувак нашел лон-друида. Ну ладно, спасибо, что не антимага. Опа, резак. Опа, орк-охотник. Все скупил. На самом деле ему нужно усилиться перед 10-м раундом. На 10-м раунде ему надо будет 100% выиграть. На самом деле ему еще и хорошие фигуры пришли. Вот, правда, жрец не пришел от слова совсем. Ладно, я тут задумался немного. Какой же все-таки у него здесь будет билд? Оп, распродался все-таки. Я думал, не будет распродаваться, но все-таки распродался. Хочешь выйти в 50 монет ранних. Жалко, что ему жрецы не пришли. Они ему придут, знаете, когда? Когда уже и не надо. Все по закону подлости. О, кто-то уже воинов заблокировал. Ничего себе. А ты жесткий. Столько потратить денег на блокировку воинов. На ранних раундах. Тут, кстати, панда уже нефритового генерала принесла. Ну, судя по всему, игра будет нелегкой. Тоже, кстати, панду взял. Только хотел сказать, возьми Марси, потому что на 10-м раунде Марси тебе может очень хорошо помочь. Элементарно она может несколько ваншотов прописать. Но по итогу он и без меня прекрасно взял эту Марси. Вообще, Марси, я обожаю этого персонажа. Марси это один из лучших героев в 3-м тире. Мне очень нравится Марси. Очень просто. Кстати, хочет хитреца найти. В общем, я думаю, вы прекрасно поняли то, что Марси это имба. Ну, для меня имба. Ладно, давайте так. Для меня это имба. Я обожаю Марси. И перчатку 4-го тира хочет найти. Окей. А, ну, судя по тому, что он показал хитреца, то он здесь будет 100% играть через синергию кунг-фу. Так что все мои догадки рассыпались. Хотя, на самом деле, играть через синергию кунг-фу он может по-разному. Поэтому давайте просто посмотрим. Посмотрим, что же конкретно здесь будет. Так, сейчас 10-й раунд. Бери уровень. Красавчик. И выставляй свой стол. Угу. Баф воинов поставил, хорошо. Стенка есть, все замечательно. И медальончик перекинул, все. Все закинул Марси, хорош. Единственное, что сейчас Марси может прыгнуть неправильно и будет получать в табло от мобов. Ей бы как-то в последнюю очередь появиться. Может, в самый правый угол закинешь? 6 магов. Ого, а там какие маги огромные. Из плюсов, конечно, у него нет денег. Ну, во-первых, там есть шаман. Довольно-таки неприятный. А во-вторых, там есть маг. Шаман даже будет более неприятен, потому что он будет много накидывать в табло, если будет проигрывать раунды. Поэтому, короче, игра тяжелая уже. Уже со старта игра довольно-таки неприятная. Я прям ощущаю это напряжение. О, кстати. 2 реликвии классные. Да, в принципе, все 3 реликвии классные. Если он соберет довольно-таки мощный стол, то с помощью меты он, соответственно, сможет себе ХП восстановить. Но он взял рыбалку. Это на самом деле нормально. Блокирует убийц. Хорош. Ну, все хорошо. Экономика шикарная. Будет ли он ставить жрецов? Хускара взял. На Хускара обалденная внешка. 10 из 10 внешек к этому Хускару. А чё пан... А чё панда убрал? Или подожди, это панда... А, это у нее такой внешний вид панды. Вот ты. Не, ну против магов, конечно, неприятно. Но если он будет здесь играть на кунг-фу плюс морских, то вообще будет...
Не, ну, это скилл. Это скилл. Антимаг решает все вопросы твои. Если у тебя есть какие-либо вопросы, антимаг их решает, будь здоров. Я подумал, ты дальше в лустрик пойдешь. Но не захотел почему-то дальше в лустрик идти. Ладно. Видимо, увидел антимага, почувствовал силушку богатырскую. И думает такой, ну один антимаг все сейчас порешает. В принципе, да, один антимаг много чего может порешать, но блинк его надо убрать. А то он сейчас в 5-ю точку мира запрыгнул и ничего не смог сделать. К сожалению. Как по мне, поспешил, надо еще жрецов поставить. Хотя... Ладно, хозяин-барин сам решит. Главное, чтобы самый минимум сейчас получал. Это самое главное. Как же хорошо ему Марси идет. Не, это, конечно, Марси не в 2 звезды до 10-го. Ладно, забираю свои слова назад. Стол огромный. Вот сейчас у него стол невероятно огромный. Пуджа продавай. Да продавай этих вот бесполезных воинов. Предметы в Марсе закидывай. И все, и наваливай движа. Хорош, просто, ну, тигр. Только надо тебе немного расстановку поменять, чтобы у тебя Марси стояла чуть ближе к своим героям. Чтобы и им ману тоже накидывать. Взял духа огня. А вот, кстати, против него шаман, но шамана он здесь провал. Взял духа огня, судя по тому, что он будет собирать себе чернокнижников еще сверху. И плюс духов. Ну, в общем, это обыкновенная, комфортная игра на кунг-фу будет. 100%. В самом деле я удивлен. Ему подкрутили усиление такое. О, хорошо, расстановку ставят другую. Красавчик. Ему жестко подкрутили на такое вот усиление. За один раунд ему пришло 3 фигуры в 2 звезды. Сильно. Богов не хочешь уже продать? Не хочешь? А надо бы богов, наверное, продать уже. Оп, клевер. Сюда. И в пандочку. Хорош. Но против мага будет туго. Против мага надо будет либо найти сейчас плащ-пальто, чтоб тебя не вынес никто. Либо же, надо ставить морских. Может, богов продадим уже? Ну, кстати, он того мага, по-моему... Да, он его, прикиньте, вообще в легкую вынес, даже не ощутил. Не, ну я отчасти понимаю, почему он его не ощутил. Во-первых, у него есть антимаг, который высасывает ману. Во-вторых, у него жесткие двухзвездочные фигуры. Маг там даже не успел прокастить ничего. У молодого там хаотичный договор на орках. Обидно. У него еще есть 7 винстрик. Вдвойне обидно. Было бы намного приятнее сбить этот винстрик. Итак, что ему нужно сейчас из предметов второго тира? На самом деле, из предметов второго тира ему сейчас необходим молот грома. И, в принципе, все. И желательно, чтобы ему сейчас упал предмет на минус 6 брони, либо же мана реген. Но ему упал бесполезный посох сейчас. Давай, молот грома, пожалуйста. Молот грома. Молот грома, давай. Я сказал, молот грома сейчас достать должен ты. Я Йода. Пф, молот грома. Сюда. Не трогай сейчас предметы. Не надо. Брось каку. Вот этот посох бесполезно можешь рольнуть. Либо дай антимагу его. Поставил немного баф морских себе. Это хорошо. Защитить себя от магии немного. Ну, точнее, от всех способностей, которые кастуются. А вот мне, кстати, интересно. Напишите мне в комментариях. Я не особо в этом уверен, поэтому к вам вопрос. Баф морских
он работает, допустим, на пассивные навыки по типу героев Берсерка. Не, ну судя по тому, что на активный навык антимага работает, то, соответственно, будет работать и на пассивке такого типа, как Берсерк. Ну, получается, да. Они же 60% просто делают поглощение. Ну да, все. Вопрос исчерпан. Я сам на него и ответил. Сам с собой поговорил. В самом деле у него сейчас все хорошо. Он будет идти в винстрик. Хочет себе, конечно, найти хитреца. Если он найдет себе сейчас синергию кунг-фу, то это забей. Он будет здесь выносить абсолютно каждого. Единственное, наверное, кто ему проблему составит, это вот нежить. Но это не факт, потому что у него огромный стол по сравнению с этой нежитью. Плюс у него есть антимаг, которую нежить обожает, потому что у нежити куча героев с маной. Как-то так. Один взрыв минус нежить. На самом деле у него куча бесполезных фигур есть на столе. А вот, кстати, нежить и пришла. А вот, кстати, нежить и ушла. Кстати, чтоб никого не удивить. Найс. Хорошая панда, Шторм Спирит. Спасибо. Чтоб никого не удивить, то я буду записывать инсектоидов в этом патче. Мне очень интересно посмотреть на инсектоидов в этом новом патче. Они пропали из рангового режима от слова совсем. Вот я, допустим, сколько играю, столько я их и не вижу. А если вижу, они отлетают в топ-7. Поэтому я буду пробовать записывать инсектоидов. Интересно посмотреть, что из этого выйдет. Я вам потом скажу, соответственно, свое мнение. Но самое главное, чтобы бог рандома мне улыбнулся своей широкой улыбкой на 32 зуба, как сегодняшний ролик, который был в 12 часов. Поэтому, ребят, кто не смотрел ролик в 12 часов, обязательно к просмотру. Там обалденный контент, который стоит вашего времени. Гарантирую. Вот. Бог рандома улыбнется на 32 зуба. И, соответственно, я что сделать смогу? Правильно. Смогу реализовать инсектоидов на 150%. Самое главное, чтобы приходили фигуры и предметы. Это самое главное. Все остальное посредственно. Я вот единственное, чего не могу понять, это зачем тебе все-таки боги? Я бы понял, если бы ты там духов собирал. Понял бы, если бы ты собирал морских. Но зачем тебе боги? Я так понимаю, у тебя есть план, и ты его придерживаешься. Но все же, зачем тебе боги? Ты бы мог просто сейчас продать кучу фигур, выйти уже в 8 уровень и поставить себе орка-жреца. Духов ты не покупаешь, судя по тому, что тебе духи не нужны, значит ты будешь на духах не играть. Боже, я реально сейчас себя ощутил йодой. Вы слышали эту формулировку речи? Я йода. Йода на минималках. Не трогай предметы. Они что, чешутся у тебя? Не трогай их пока что. Хорошие предметы. На такой стадии игры их даже не трогай. У тебя хорошие предметы. Вот, кстати, у тебя даже есть мастерская бума здесь, поэтому просто потерпи. Хаотичный договор тоже шикарно тебе зайдет, но просто потерпи. Немного, но потерпи. Интересно. С такими классными скинами подкрутят ли ему на выпадение отличных предметов? Или не подкрутят, и это будет тяжелая игра? А? Ставлю ставку, что ему подкрутят эти предметы. 100%. Кстати, давно не играл на жрецах. Классная панда. О, лучше бы взял реликвию яиц. Я понимаю, что он хотел себе найти мастерскую бума, но лучше бы он взял реликвию яиц. Ну ладно, ничего страшного.
Идет дальше в уровень. Не хочет усиливать свой стол. Ему, в принципе, и так комфортно, судя по всему. Но я думаю, в дальнейшем он все-таки будет усиливать свой стол. И я думаю, где-то на 9 уровне он будет ролить. Хотя, судя по количеству его хп, то он и в 10 может пойти. Но это на 20 раунде такое количество хп. В общем, посмотрим. Меня смущает шаман. Хотя не, мне шаман вообще не смущает. У него денег абсолютно нет. Шаман вылетит. Шаман, к сожалению, вылетит. Хотя там пант ему насыпало, будь здоров. В самом деле, куда ему этот Джезл Кира юзать? Есть, конечно, вариант, как ему его заюзать, этот Джезл Кира. Это взять 10 уровень и заюзать там Джезл Кира. И вы спросите, зачем? Чтобы найти Марси в 3 звезды. Потому что на 8 уровне максимальный шанс выпадения синих фигур. Поздравляю с винстриком. Я как-то с вами заговорился и даже забыл о том, что там он бьется с чулом, у которого был винстрик. Но это синергия кунг-фу, ребят. Не полная синергия, но кунг-фу. Марси просто любит наваливать движ. Против магов ему надо будет собираться. Морских надо найти. Если найдет морских, ему нужно будет их поставить. 4 морских его защитят от магов. Да не только от магов, а от любых героев, которые наносят урон со способности. Вот, кстати, шаманы. Ну, не повезло, не фартануло шаманам. Кстати, здесь некор будет в игре. Видели? Шаманы, короче... Кстати, еще один винстрик сбили. О, дух пятерка сюда. Идеально. В общем, кто вдруг не знает, есть такой вот небольшой момент, что если шаманы перевоплощаются в какую-то легендарную фигуру, и этой легендарной фигуры нету в раскрытом пуле, то значит эта фигура будет в игре. Шаманы перевоплощаются только в те фигуры, которые доступны на текущий момент игры. Такой вот небольшой лайфхак вам. О, 9 магов через разоров 3 звезды. Здесь по-любому нужно ставить будет морских. 4 морских, кровь из носа необходимо. Вот, кстати, он еще и пришел к нему. Ай! Добери. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Либо 4 морских, либо шар бездны. А лучше и то, и то. Инвокер. Может, паролем? А, он и так ролит. Да все, продавай вот этих вот бесполезных. Да, продавай. Вот, все, красавчик. Медуза. Хорош. Не хочешь поставить морских? Ладно. Не хочешь, как хочешь. Дважды говорить не буду. Не хочешь? Это значит твое решение. Уговаривать сидеть я тебя не буду. Пивная панда, здорово, минер, здорово. Да не, на самом деле ты можешь и, в принципе, в 10 идти. И еще один минер. Кстати, прикольный внешний вид на минера. И МК пришел. Я его как-то вообще не заметил. Неплохо на 9 уровне ему накидало. Мне бы так на 9 уровне накидывала бы фигура. У тебя как минимум есть несколько лишних фигур на шахматной доске. Надеюсь, после этого раунда ты будешь половину распродавать и выставлять. Как минимум надо будет найти волшебников. Продал 2 минера. Ну ладно. Мана плюс 50 ему пригодится. Все-таки играет через Марси. Шар бездны.
А шарбизны не хочешь взять? Или пока думаешь? Энигма. Так, все, волшебники у него есть. Панду продал, хорошо. Так у тебя же морская волшебница. Подожди, убери одного волшебника. Или это все по моим учениям? Убери одного волшебника, ну. Шарбезну взял, красавчик. Короче, ребят, это исконно истинно мой подписчик, потому что он поставил себе 3 волшебников. По итогу он сидит сейчас с 3 волшебниками и кайфует, наслаждается жизнью. Оу. Нестандартное решение, конечно, он принял. Тогда убирай чернокнижников, они тебе не нужны. У тебя один волшебник лишний. Марк, миндальная связь. Марк, я понимаю. Все, красавчик, все. Все, ну это исконно истинно мой подписчик. Играет через 3 волшебника. Да все, у тебя стол более-менее хороший. Давай в 10-й. Забей все за все. Давай в 10-й. Ой-ой-ой, тут духи. 10-й. Юзай жезл Киры и погнал. Больно. Ой, кстати, медальон ему упал. Вообще шикарно. Под кунг-фу то, что доктор прописал. Хорош. 9 нежити это, конечно, сильно, но Марси сильнее. Инвокера берет. Интересно. Вот этот вот медальон второго тира, который он нашел, он ему хорошо помочь может. Во-первых, весь урон, который наносится, возвращается 50% от нанесенного урона по фигуре, по вот этому вот медальону, и возвращается 50% чистого урона. А, соответственно, под синергией кунг-фу это очень больно. Маг, кстати, который там 6 ранних магов собрал и баф людей, очень странный и очень слабый. Да, у него там есть несколько фигур трехзвездочных, но такая Марси не прощает. С шаром бездны, с морскими. Такая Марси, она бьет увесисто. Все, он ищет Марси в 3 звезды. И будет играть через Марси в 3 звезды. В принципе, нормальное решение найти ее на 9 уровне. Шанс 30%. Кстати, я совершенно забыл. Если Марк помнит, то он пусть напишет в комментариях, какого числа он скинул мне этот ролик. Я, если честно, не помню. Я забыл посмотреть перед началом этого ролика. Перед просмотром этого ролика. Кстати, там чел на шаманах вообще максимально странный. У него Эмберов 2 звезды, шаманы, что-то немножко убийц. У него всего по чуть-чуть. Очень странный билд. Если уже как бы подумал играть на чем-то, то играй до конца. Кстати, а вот паренек на магах. Марси, давай. Хорош, Марси. Ну все. 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 Оп. Призма. Бесполезная призма, но призма. Маги вылетят и, соответственно, может поискать себе предмет. А Марси вообще не идет. Опа, 2 яйца, отлично. Марк, я надеюсь, ты знаешь, что ты допустил ошибку. Не делай так в следующий раз. Объясню почему. Он купил бы сейчас 2 яйца, они бы у него стояли. И ему пришла бы еще одна Марси. И он бы с помощью 2 яиц смог бы апнуть себе в 3 звезды Марси. А так ему получается еще надо 2 Марси искать. То есть на одну Марси ему экономнее было. То есть либо ему пришло бы яйцо, он бы сделал яйцо себе. Короче, вы поняли.
вы меня прекрасно поняли. У меня подписчики самые умные, поэтому я уверен, что вы меня поняли. Если вдруг кто-то не понял, то пишем в комментарии. Просто, ну, я бы так не делал. Это ошибка. Вот это вот реально грубая ошибка. Это отсрачивает Марси в 3 звезды на несколько раундов, а может и больше, чем несколько раундов. Короче, надолго откатывает. Ну, нежить, кстати, ну, нежить его не пробивает, у него маска 5-го тира, у него медальон, у него все хорошо, у него все прекрасно. Плюс синергия духов, которая как-никак, ну, окаменение накидывает иногда, которая дает время. На 2 секунды окаменения, а в это время Марси будет накидывать тебя в табло. Ну, не при... А, ну, понятно, он супер-омега скилловый. Ну, давай третье яйцо доставай, чё уж мелочиться. Доставай третье яйцо, собирай Марси в 3 звезды через яйца. И все, и жизнь удалась. Кстати, в этой игре есть тайт из хорошего. Ну, маги уже сдохнут к тому времени. Да, остался всего лишь вот маг. Он этот шарбезный испепелит. Но отдам должное нежити. Неплохо играет. Подожди, не роль. Не смей. Не смей. Хорош. Сейчас постер будет 30-й раунд. И я думаю, на 30-м раунде может получить мастерскую бума. Как-никак, уже подходит время, пора. Ну давай, мастерская бума. Сюда. Сюда эту прикормку. Давай. О! Я же говорил. Может медальон оставишь? Шарбез... О, да. Да. Криты бери. Бери криты. Марси будет тонну урона накидывать. А почему ты криты не взял? Не понял. Так, а Марси есть. Дух 5 есть. Духа 5 через яйцо апнул. Да, на самом деле ты зря апнул сейчас медузу, потому что, ну, а смысл от медузы тебе? Морских же, точнее, магов не будет уже в игре. Там маг сейчас вылетит буквально за минимальное количество времени. Просто поставь себе 6 духов и взорви его. Любого. Обидно, конечно, что ему упала еще одна маска 5-го тира. Обидно. Я бы на его месте все-таки взял бы криты. Криты намного импактнее было в этот момент. Сломанный меч ему пришел. Он, кстати, роли сейчас будет. Опа, драконий рог! Это то, что доктор прописал. Под такую Марси драконий рог — это имба. Ну, либо рапира, либо щит 5-го тира. Он взял щит 5-го тира. Щит 5-го тира — это тоже имба под Марси. Это под синергию кунг-фу. Потому что когда ты играешь на синергию... Да ты надоел так яйца доставать. Марси в 3 звезды, здорово. Ну как же ему яйца идут? Вы просто приколитесь. Собери себе 6 духов. Тебе нет смысла как бы париться вообще. Ни на морских, ни на чернокнижниках. Просто собирай себе 6 духов и все. В общем, о чем я говорил. Жестко ему везет. И я говорил о том, что синергия кунг-фу работает, если что, на предметы. Поэтому это важный момент. Это нужно учитывать. Нужно учитывать то, что синергия кунг-фу работает на предметы. Это прям важный момент. Очень важный момент. Решил, кстати, медузу поставить вместо селедки. Накинет свой контроль, окаменение, соответственно, будет, соответственно, увеличенный урон будет по окаменению. Но у него сейчас идеальные предметы. Ему только не хватает сейчас перчатки 4-го тира. И все. Перчатка 4-го тира, и он отправляет всех в могилу. Но отдам должное. Там Тракса с Башером.
А вот это уже неприятно. Если он подойдет на своей Марсе, и ему прилетит Башер, то, скорее всего, он сдохнет. Есть такая вероятность, что он может реально откиснуть, если ему прилетит Башер. 6 духов вылетело. Ну, я думаю, сейчас с нежитью 1 на 1 останется. Хан, здорово. Поставил себе синергию богов немного. Чтобы у Марси не было отката на ее способности. Сейчас самое главное, чтобы реально Марси не получила Башар, потому что это будет проблема. Нежить ему слишком много будет сносить, если Башар будет прилетать именно в Марсе. Но челу, который играет на Траксе, ему надо поставить расстановку нормальную. А где Тракса? А Тракса с блинком вообще. Похоже, будет больно. Ну, Башар прилетел 2 раза, если что, в духа пятерку, но... Но. Ой-ой-ой. Башар. А щит 5-го тира не сработал. Живи, 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 живи. Хорош. Фух. У меня чуть сердечко не выпрыгнуло из груди. Можешь же горн поставить, кстати. Из полезного можешь реально горн поставить. Немного времени, но потянет. Контроль можешь какой-то поставить. Там Квапу, Тайда. Если, конечно, понадобится. Там чел на странном билде занял топ-3. Прикиньте. Как? Как он занял на таком странном билде топ-3? Может кто-то мне объяснить? У него полная каша была, а не билд. Жесть. Все не то. БКБ. Но на самом деле. Такое. Ну, пойдет. Всякие там контроли, там цепочки и тому подобное заевейдет. Оп, инвокер. Полезно. Горн. Пропустил. Интересно, кстати, а что там инвокер будет накидывать? Апнул Хана через яйцо. В принципе, все равно. Но я бы яйцо, наверное, на Тайда какого-то оставил. Тайд все-таки сильнее, как по мне. Главное, чтобы инвокер накидывал сейчас нормальный скилл, а не какой-то бред, как он любит обычно это делать. Ну, кстати, там Эмбер довольно-таки сильный. Против Кунг-Фу как бы не защитит, но довольно-таки сильный. Нежи, кстати, по-моему, выиграла только что. Интересный момент. Ладно. Там, кстати, антимаг в 2 звезды. Вот это там тракса заряженная. Будет сложно. Против такой траксы будет очень сложно играть.
Лич еще в 2 звезды, но нежить хорош. Отдаю дань уважения нежити, кстати. Играет на нежити. Тут это стоит уважения. Ему бессмертие надо. Без бессмертия ему торба будет, скорее всего. Давай, давай, давай. Еще баш. Блин, ну окно в 2 секунды, конечно, такое себе. Но благо у него окаменение хотя бы есть. Ой, хорош. Предметы на броню, в принципе, это шлак. Предметы на броню может убирать. Я, кстати, не обратил внимания, что хотя бы инвокер закастовал. Ну, ладно. Зря ты рольнул предмет все-таки. Я бы не ролил. Не успел Марси переставить, прикиньте. Пинг сработал. Но у него как бы сейчас есть урон из-за кунг-фу. Но была бы у него перчатка 4-го тира, это было бы еще легче. Но были бы у него криты 5-го тира, которые он скипнул, было бы в десятки раз легче. Башер нет. Жить! Кстати, щит 5-го тира вернул Башер. Хорош. Хорош. Фух. Хочет горн поставить. Эх, вода у меня закончилась. А то у меня уже в горле пересохло комментировать такую игру. Интересно, что ему на 40-м раунде упадет. Нежить, кстати, хорошо фартануло на фигуры. Но кунг-фу есть кунг-фу. Щит 5-го тира не прощает. Щит 5-го тира не имба, ребята. Вообще ни разу не имба. Если бы у этого щита 5-го тира был бы шанс, ну, примерно 25%, то было бы хорошо. 35%, как по мне, многовато еще. Причем щит без КД. И вернуть может абсолютно все. Не знаю, я бы на месте разработчика бы все-таки задумался о том, чтобы сделать ему щит 25%, раз они убрали ему полностью КД. Вот раньше, когда 100% была гарантия раз в 3 секунды вернуть любую тычку, любое все что угодно, было такое себе, не очень перспективный щит. 3 секунды было слишком большое КД. Вот если бы они сделали, допустим, раз в секунду полторы 100% возврат, вот это было бы хорошо. Двойные клинки, кстати, хороший предмет. Двойные клинки можно и оставить. Там все-таки куча зомбарей появляется, а двойные клинки такое любят. Там урон по всем двойным клинкам будет накидываться. Тьфу, на всех зомбарей. Убирает, да, вот двойные клинки. О, красавчик просто. Ну это, походу, реально миндальная связь. Будешь предмет 4-го тира искать? Ой, 5-го тира. Не, будешь 4-го искать, походу. А ну-ка, ну-ка, давай. Покажи скилл. Достань перчатку. Скилл. Ребята, это чистый скилл. Чистейший. Учитесь. Учитесь, пока Марк живой. Ей-богу, если бы я ролил так предметы, мне бы предмет 4-го тира, именно перчатка, упала бы с самым последними, то с рандомного сундука, и то не факт.
Не, ну перчатка 4-го тира прям ощутимо дает знать о себе. Правда, ай. Щит 5-го тира не сработал. Инвокер, по-моему, слабый и бесполезный вообще. Он ничего не дает, по-моему. А может, не надо? Может, не надо? Сейчас в Марсе может прилететь очень много всего. Но так же самое может и сработать обратная реакция. Типа щит 5-го тира вернет Башер. Траксани в той стороне находится. Ой-ой-ой-ой-ой, там ваншотов сработало, мать его за ногу. Красиво. Красиво. Блин, ладья 9. Это когда ты мне скинул этот ролик? К сожалению, на этом моменте запись обрывается. Не показал он в итоге всех предметов, которые были на 3-м месте, на 2-м месте. Ну и, в принципе, ладно, окей. Что я хочу сказать по поводу этой игры. Были некоторые моменты, которые мне непонятны, я их, соответственно, озвучил. Хочу подметить, что у него 509 золота за всю игру собрано. Это обалдеть как много, это отменная экономика. Вот, хорошая игра на синергию кунг-фу. Ни хуже, ни лучше. Но в момент я немножечко, скажем так, струсил. Потому что в конечном итоге там нежить могла наносить ему ультра много урона. Но кунг-фу есть кунг-фу. Ваншоты срабатывают. И все. Конечная. Что вы думаете по поводу этой игры? Вы напишите, соответственно, в комментариях. И не забудьте поддержать меня своим лайком. А кто не подписан на меня, обязательно подписывайтесь. И не забывайте, у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!